Волчий холм. Часть первая. Меня зовут Анна, и у меня есть мечта построить свой дом. Я знаю, что я нигде не задержусь. Сейчас у меня нет постоянного места жительства и нет дома, в котором я могу остаться надолго. Иногда для меня даже нет смысла разбирать чемоданы, но мне хочется жить. И я живу так, словно я остаюсь навсегда. Крашу стены, сажаю деревья. Я не увижу, как зацветет моя сирень, и какие яблоки будут спеть на посаженной мной яблоне. Совсем скоро кто-то перекрасит мою розовую ванную, но я больше не унываю. Я Дмитрий. В молодости я занимался политикой в России, но потом политика занялась мной, и я был вынужден покинуть Россию. Моя семья поехала вместе со мной. Я историк, занимаюсь научными исследованиями, работал преподавателем отечественной истории в университете в Москве. В моей семье 4. 2 маленьких сына, дочь-подросток и моя жена Анна. Моя жена – это тоже в каком-то смысле мой ребенок. Когда-то меня покорило в ней сочетание непосредственности и внутренней силы, и то, как она проходила рядом со мной огонь и воду. Сейчас у нас, конечно, нет никакого ясного будущего. Я не знаю, где мы будем жить через год, через 3, но я найду в себе силы жить своим настоящим. Уставши за череду переездов, я решила растить свой внутренний дом и свой внутренний сад, и не ждать какого-то завтра, а здесь, сейчас создавать вокруг себя уют и красоту. Любовь к моей семье, истории и цвету – моя опора в неопределенности мира. Инжирный сад. В каждом из нас иногда просыпаются принцесскины капризы. Во мне они тоже часто просыпаются. То мне нужна вороная лошадь, чтобы скакать по полю и чувствовать ветер свободно на своем лице, то я хочу обнять тюленя, то я хочу стать рыцарем. Но мое новое желание не было капризом мимолетным. Наверное, это была та идея, которая росла во мне давно-давно, с детства. Я хочу инжирный сад. Большой инжирный сад вокруг маленького домика. И там будет беседка для чая. И главное гуси. Злые белые гуси. Гусей я, конечно, воображала себе очень живо. И вкус спелого инжира. И это стало моей новой идеей фикс. Неудачи. Сейчас мы зимуем в Турции. Зима здесь похожа на наше лето. Здесь жизнь не замирает, и цветут цветы, бегают насекомые, поют птицы, и вокруг зелень. Муравей. Я не знаю, что это за насекомое. Это насекомое спасено. У малыша Мирослава режутся зубы. Ночи у нас сейчас веселые. Работа сложная и с чередой неудач. Я с трудом справляюсь с камерой, но решила, что несмотря на все трудности, этому блогу быть. Самое главное – это поддержка в семье. Ну и чашечка кофе. Знаешь, я думаю, что это возможно. Здесь
или в другом теплом месте, я думаю, что мы сможем завести сад. И я буду помогать тебе в этом. Женщина, которая дает жизнь твоим детям, должна быть счастлива. Сделай все возможное. Я знаю, что многое из желаемого невозможно, но всегда есть какой-то выход. И если долго и упорно идти к чему-то, то можно дойти до цели. Можно, конечно, идти к самой большой мечте или выбрать оптимальную цель из возможных, но главное – действовать. Мы решили посмотреть Корфу. Это относительно недалеко, и это наиболее оптимальное место для реализации моей мечты. Мы уже были на этом райском острове, и, кажется, пришло время вернуться с новыми идеями. Дорога на Корфу. Утром мы собрались и поехали вдвоем в маленький отпуск-разведку. Многие в нашем возрасте дорастают до желания иметь свою дачу. И у нас уже есть временная дача на севере, но именно южные плоды ассоциируются у меня со счастьем, раем, полнотой жизни и богатством. Срывать с дерева спелый персик, вдыхать запах инжира, лопающегося от солнца – это ли не чудо? Нас провожал дождь. С нами ехала Бубунька, кошечка с повышенной тревожностью. Мне очень хотелось ехать в спальном костюме. Я рассуждала, нормально ли будет, если на таможне откроют машину, а там я на подушках в ночнушке с тюленчиками. В дороге мы обсуждали мультик «Пиноккио», где Пиноккио был против Муссолини, и создали свою сказку, в которой героями были Иванушка-дурачок и Сталин. Мелькали города и деревни, разрушенные и мокрые, зеленые и светлые, дорогу преграждали барашки и курицы. К вечеру небо рассеялось, и закат был прекрасным. Я изучала сервировку и историю русской кухни, рассказывала про Николая II, угнавшего молодую картошечку у встретившегося ему чиновника. Греция встретила нас солнечной погодой. Море было такого невероятного цвета, что я тут же мысленно разложила его на палитру, потому что моим вторым планом было вдохновенно поработать над сочинением гаммы. На пароме мы переплыли на остров и начали его изучение. Сможем ли мы здесь жить? Каков здесь город? Как мы ощущаем себя в нем? Мы гуляли, бродили по улицам, заходили в магазинчики, разговаривали о Византии и ее наследии. Непременно хотелось посетить рынок. Ох, это было моим разочарованием после рога изобилия турецкого базара, но тут тоже был свой шарм. Ночью я с трудом смогла уснуть. Мысли, планы и впечатления переполняли меня. А еще я скучала по своим малышам. Следующим солнечным утром мы собрались посмотреть самый дальний уголок острова, самый спокойный, самый зеленый, самый незаселенный. Отдаление от города никогда не пугало нас, даже наоборот. Дикость, зеленость, запущенность в буйстве трав над обрывами была прекрасна. Я смотрю, куда нам идти дальше. Мы немного заблудились, кажется. Не, мы не заблудились, мы знаем, куда идти.
остались прошлогодние ягоды, смотри. А вот это даже почти красная. Они похожи на землянику. Здесь море, море леса, покинутые монастыри, спокойствие, места для уединения и умиротворения. Как историку, мне нравится, что на Корфу пересекаются разные народы и эпохи. Это ароматный оливковый остров, на котором есть ощущение уюта. Вдоволь набродившись по руинам, мы позвонили риэлтору. Она рассказала, что кроме обычных домов и участков, у них есть самые необычные варианты. Есть руины средневекового исторического поместья, старые традиционные греческие или венецианские дома и даже церковь. Как сложно представить, что в этом раю мы и могли бы действительно жить. Плавать в этом синем море, спать под серебристыми ветвями старых олив, любоваться юркими ящерицами и спелыми плодами. Конечно, может быть, эта мечта так и останется мечтою, но, прикоснувшись однажды, кто знает, может быть, она и воплотится в жизнь.